Всем привет! Продолжаем с вами путешествовать по городам Сербии, и сегодня побываем в одном из самых зеленых городов Европы. В городе, которому почти 700 лет. Исторический центр которого почти не изменился с 18 века. Древние венгры называли этот город Цобор-Сент-Михай, а сегодня этот город известен как Сомбор. Сомбор является административным центром Западно-Бачского округа Сербии и общины Сомбор. В городе проживает около 75 тысяч жителей. Давайте уже начнем гулять по самому зеленому городу Европы. Посмотрим, почему же его так называют, и полюбуемся архитектурой. Цобор-Сент-Михай, так называли этот город древние венгры. Это наименование происходит от венгерского аристократического рода Цобор, который владел данной территорией с 1334 года. Сербское же название города Сомбор впервые упоминается в 1534 году. В 1541 году турки захватили Сомбор, и в течение следующих 150 лет он будет турецкой торговой и военной резиденцией. После ухода турок город был заселен сербами. А это сербская православная церковь Святого Георгия. Церковь Святого Великомученика Георгия. Строительство началось в 1759 году после сбора пожертвований богатых и бедных сербов из Сомбора. Церковь была построена в 1761 году в стиле барокко. Это, насколько я понял, было первое здание администрации. Сейчас это городское кафе. Здесь постоянно много народу. Кстати, в Сомборе первые школы были открыты еще при правлении турок. Было открыто 6 начальных школ и 2 медресе. Это главная площадь Сомбора. Слева это памятник кинорежиссеру. Он родился в Сомборе. Я его снимаю, он меня снимает. Ну вот, видимо. Это его имя. Башняк Эрнест. Вот и написано, что это кинорежиссер Сомбора. Здесь вон ребята тоже что-то снимать собрались, устанавливать светотехнику. Я, кстати, погулял уже по городу, он реально зеленый.
Центр города представляет собой большую площадь. Слева, справа кафешки, магазины. Впереди он еще будет памятник, сейчас уже вижу его. Он стоит напротив библиотеки. Памятник это сербскому поэту, писателю. Это Велько Петрович. Смотрите, такая открытая книга и голубь. Это здание городской библиотеки. Пока у меня никаких ассоциаций нет. Я во многих городах уже был сербских. Но этот вроде как отличается от других. Впереди нас ждет здание городской администрации. И откуда-то доносится колокольный звон. Я так предполагаю, что в городе много туристов. Потому что время сейчас около 10 утра. И народу на площади много. Посередине площади такой небольшой фонтанчик. Прямо передо мной это церковь кармелитов. Сейчас мы тоже до нее дойдем. Там вроде как еще монастырь должен быть. Вообще город Сомбор знаменит своими зелеными садами и является самым зеленым в Европе. Первый парк на территории Сомбора был разбит еще в 1871 году. А сегодня в Сомборе почти в 10 раз больше деревьев. Среди них липа, платан, акация. И исторический центр Сомбора почти не изменялся с 18 века. А передо мной это ратуша. Но мы к ней чуть попозже вернемся. Сейчас свернем к Кармелитской церкви. Она называется Кармелитская церковь святого короля Стефана. Ну и, как я и говорил, там где-то монастырь еще должен быть. Давайте вот здесь налево я сверну. Пришлось обойти, потому что там трактор работает. И шум очень сильный от него. По всей видимости, вот между башен это и есть король Стефан. Строительство церкви началось еще в 1860 году. Она была построена в стиле неоренессанс и посвящена святому венгерскому королю. Осветили ее в 1904 году. И в том же году было завершено строительство монастыря, также в стиле неоренессанса. А в 1905 году он был передан ордену кармелитов. Вот это справа от церкви, получается, есть монастырь. Пойдемте поближе подойдем. Кстати, в церкви стоит орган, который был изготовлен в 1926 году. Он был одним из самых больших в бывшей Югославии. Сегодня праздник Святого Антония. И вот с минуты на минуту начнется служба.
Хочу ее дождаться и снять. Вышел, ребят, из церкви, поговорил там с работником, он там продает свечки. Короче, вот это мужской монастырь, говорит, надо и обойти, вот это здание, и вроде как туда можно зайти. А сегодня у них праздник, все они кармелиты, присутствующие там. Что нам говорит Википедия? Так, цель монашеской жизни кармелитов — это единение с Богом путем непрерывной молитвы. У них есть свой устав, он крайне строг и придает большое значение аскезе и включает в себя даже ограничение словесного общения. И орден имеет в Риме свое учебное заведение — Папский богословный Терезианский факультет. Папский институт, короче. Рядом с церковью и монастырем вот такая площадка зеленая, сквер, даже можно сказать парк небольшой. Монастырь трехэтажный, вот забор монастыря. Надеюсь, возможно будет туда попасть. Тем более, что это мужской монастырь. Да, забыл сказать, что это католический монастырь. Вот отсюда вид, смотрите, какой интересный. Короче, закрыт монастырь. Скорее всего, все на службе, поэтому закрыто. А в саму церковь я дальше не стал проходить, так как я в шортах. Как бы не очень удобно. Хотя на самом деле, где я был в последние разы, проблем не возникало. Что вот в Руминку ездил, мне батюшка: проходи, говорит, смотри, без проблем. Ничего страшного нет в этом. Покажу вам парк. Тут просто высажены деревья и посередине клумбы. Большая клумба с цветами. А это какое-то заведение, кафешка, наверное. Пойдемте уже к ратуше, самому главному и центральному зданию города. К ратуше, я думаю, надо подходить издалека, чтобы всю ее красоту разглядеть. В данный момент в ратуше находится администрация города. Ратуша построена в конце 19 века. Кстати, в ратуше хранится самая масштабная картина не только в Сербии, но и во всей Юго-Восточной Европе.
Представьте, ее площадь составляет 28 квадратных метров. Называется она «Битва при Сенте». Эта битва была одной из самых решительных поражений Османской империи. Она произошла в сентябре 1697 года. Это, скорее всего, герб Сомбора. Я прошел вовнутрь администрации, ну, здания, внутренний дворик. Какой-то праздник сейчас готовится. Хорошо, когда можно пройти в администрацию без проблем. Не нужен паспорт, никакой охранник не стоит на пути у тебя. Просто заходишь, смотришь, любуешься. Молодцы. Вот такой внутренний дворик. Интересный. Закончился праздник, короче. Я видел, что здесь люди выходили именно с детьми, кто был. Все в руках несли детские кресла. Может, им дарили здесь, не знаю. Это карта города на 1993 год. Получается, я вот здесь. Церковь кармелитов. Ну вот она, вся историческая часть города. Скорее всего, так и есть, да. Вру. Нет, ребята. Я вот здесь. Все. А вот церковь кармелитов. Это была православная церковь Святого Георгия. Получается, что здесь уже новостройки идут в городе. Давайте выходим тогда. Пойдем прогуляемся по городу. Впереди нас еще ждет дворец Вейдингера. Потом Народный театр. Там вроде как еще должны быть старые казармы. Ну, церковь, конечно, шикарно смотрится отсюда. Слева и справа установлены какие-то вот бюсты. Дети на экскурсию пришли, им рассказывают истории. Ну, место красивое. Давайте сейчас развернусь, еще отсюда покажу. Вот. Парк тоже симпатичный. Видно, что ухаживают за ним. Предлагаю пойти не по центральной улице. Сейчас свернем вот сюда. И вот пойдем по улице, которая идет параллельно центральной площади. Посмотрим, как там. Транспорта много на улицах.
Вижу, что есть велосипедные дорожки. Вот по этой улице пойдем. Сразу видно старая улочка. Есть, правда, вот новостройки. К сожалению, не вижу названия улицы. Ну, тут зелени нет. Ну, ее тут, в принципе, и негде сажать. Она узкая. Какой-то торговый центр, что ли, справа. Магазин «Идея». Ребят, это здание администрации. То есть, получается, я его снимал только с другой стороны, когда вышел из церкви Святого Георгия, там, где кафешки. Прочитал, что вот это здание было построено на месте... Короче, на его месте раньше стоял замок. А впереди это... Что там пишут? Это музей. Да, здание музея. Давайте пройдем дальше. Вот по этой улице. Ой, мужчинка здесь продает всякую всячину. Это церковь что-то Святого Троица, по-моему, или Святого Тройства, правильно называется. Заходить туда не буду. Давайте отсюда сниму. Тут тоже вон что-то женщина продает. Смотрите, какая швейная машинка маленькая. Да. Всякую всячину продают бабушки. Здесь какие-то цепочки из камушки. Такой своего рода маленький блошиный рынок. А это средняя техническая школа Сомбар. Слушайте, это не то ли здание, которое было построено в 1778 году. Первый колледж в Сербии. Очень похоже, потому что такое старое. Сейчас такие не строят. Впереди тоже что-то вроде рынка небольшого. А мне надо уйти налево. Что там продают? Веники какие-то там, тряпки, шмотки, короче. Давайте я уйду налево. Очень много пенсионеров. Не знаю, может тут в центре их так много. Но вы сами можете увидеть, что очень много пенсионеров. Там вон кроликов продают, петухов, куры. Впереди вижу тоже церковь какую-то. Тут бы велосипед, конечно, не помешал прокатиться по этим улицам. Так, это что за площадь?
Вообще я должен выйти уже к театру. Это евангелистическая церковь. И впереди, наверное, вот это и есть театр. Посмотрите, тут тоже такая площадь интересная. Слушайте, ну реально, город не похож на другие города, потому что у него улочки такие вот не прямые, а как-то вот петляют, узкие. 1901 год была построена. Это и есть здание Народного театра. Это здание было построено в 1877 году. Первое представление было в 1882 году. И с тех пор этот театр работает непрерывно. А справа от меня, сейчас отойду подальше, это здание, где располагается музей Сомбора. Здесь же стоит лошадка, вот можно покататься на карете. Бедная, привязали тебя к дереву. Смотрите, тут даже подкова есть. Че, дядька ругается? Привязал коня к дереву и ругается. Так, впереди еще одна церковь. Как вам, ребят, город? Даже не знаю, с чем его сравнить. Смотрите, какое старое здание. Не знаю даже, какого года это постройки. Так, предлагаю пойти на ту сторону и прогуляться вон по тем улочкам. Не перекусить ли мне? Тут есть гирос. Возьму себе гирос сейчас. Не знаю, какой маленький взять, большой. Время уже обед, в принципе. Взял себе большой гирос. Это та же самая, наверное, шаурма, только картошка добавлена. Ну, в принципе, вкусно. Это мой обед на сегодня. Сегодня еще не завтракал, ничего. Поэтому сейчас поем и пойду дальше. Выбрал себе такую локацию. Я сейчас нахожусь где-то в километре от центра. Хочу вам показать, как тут люди живут. Тут одноэтажные дома, такого в основном частный сектор. Есть, конечно, многоэтажные здания, 4-5 этажей. И расскажу вам о ценах, стоимости аренды и покупки жилья. Цены на аренду в среднем составляют от 20 квадратов 400 евро в месяц. А если вы хотите приобрести квартиру в собственность, то будьте готовы отдать от 700 евро за 1 квадратный метр. В описании к ролику прикреплю ссылку на сайт, где вы сами сможете посмотреть цены. Читал также, что в городе производят мороженое, есть аккумуляторный завод и, по-моему, 2 фабрики какие-то. Вот это новостройки. Я добрался до окраины города. Здесь монастырь святого Стефана.
Слева кладбище, часовня. Сейчас пройду на территорию монастыря, посмотрю. Должно быть здание там красивое какое-то. А, вот это, наверное, монастырь есть. Или это церковь. Давайте я обойду его слева направо. Там вот смотрю какие-то могилы старые. А здесь мемориал победы, я так понимаю, над фашизмом. Написано: слава русским богатырям, потомкам героев Шипки и Плевны. И наверху там звезда и социалистический герб. Герб Советского Союза. Да, там красноармейцам, сержантам, офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим в борьбе с фашизмом. И могилы стоят. А здесь прям какие-то старые. Или нет? А, нет, кстати, смотрите, тут тоже звезда вроде как. Борцу. Могу прочитать. Что написано перед борцом? Не могу разобрать. Ну, это какая-то звезда. Тут тоже, кстати, звезда. (1960 год). Но вот эти надгробия в плохом состоянии. Некоторые разбиты. И невозможно прочитать, что на них написано. Да, дождь, снег, ветер поработали над камнями. Слева лавочки. Я так понимаю, что там какой-то источник. Я почему-то думал, что здесь монастырь будет. Потому что на карте написано монастырь. А здесь просто как, ну, церковь, наверное. Давай. Подойду сейчас к источнику. Посмотрим, есть вода, нет. Ну, кто-то зажигает, смотрите, горит. Значит, здесь люди есть. Что, давайте попробую войти вовнутрь. Шел я сюда минут 20, наверное, через частный сектор. Закрыто. Никого нет. Может, где-то на территории. Там вот лавочки стоят, дорожка идет. Ладно, буду выходить отсюда. К сожалению, не нашел информацию, когда она была построена, эта церковь. Это тоже получается, что в
честь не в честь победы в Великой Отечественной войне построен, установлен монумент. Кладбище достаточно большое. Кстати, где-то читал, что около 10 миллионов лет тому назад на территории города было Панонское море. Также оно захватывало территорию современных стран Венгрии, Словакии, Хорватии, Румынии, Австрии и Украины. Скорее всего, служители здесь, вот в этом здании, потому что собака там лает. Может, и вот это и есть монастырь? Ребят, кто знает, напишите в комментариях, кто бывал здесь. Кс-кс-кс-кс. Есть, наверное, хочет. Куда бежишь? По делам? Собака голодная, наверное. У меня нечего дать, ей с собой ничего нет. Покажу вам по факту окраину города. Есть тоже одноэтажные дома, но они все аккуратненькие, чистенькие. Все ухожено, смотрите, газоны подстрижены, мусора нет. На территории деревья, посадки, цветы. Вообще как аккуратненько сделано. Елочка такая, изгородь живая. И тишина. Вот окраина прям напоминает поселок Рума, где я на велосипеде ездил. Как говорится, найди 10 отличий. Я нашел отличие. Здесь нет вишни и черешни. Если в Руменке вишня, черешня прям на каждом шагу в поселке была, прям едешь по дороге, собирай, не хочу, то здесь нету. Ну плюс, наверное, все-таки Сомбор находится севернее, может, климат дает о себе знать. Зато грецкого ореха много растет. Да, и еще, о, как птица поет. Еще столкнулся с такой проблемой, что в городе нет общественных туалетов. Так что имейте в виду, в туалет можно сходить только в каком-нибудь кафе. Ну и крупных торговых центров тоже в центре я не заметил. Поэтому учтите, с туалетами проблемы. И только, ребят, я сказал про вишню, и она вдруг появилась. Причем дерево все усыпано. И никто не собирает. Сейчас пару штучек сорву. Но это одно дерево единственное по пути встретилось. Ягоды кислые. Понятно, почему не собирают. Кисляк. Вот я как в деревне. Вот тоже, смотрите, вишня прям усыпана. Тоже наверняка кисляк. Слышите? По рупору там говорят. Это, короче,
Вот. Это ездит машина и собирает старые аккумуляторы, ноутбуки, короче, всю технику скупают. В Нови Саде тоже так между дворами, между домами ездит машина, ну, там микроавтобус, тоже включает этот рупор и собирает, короче, технику. Ни раз не видел, что кто-то сдавал, но тем не менее, если ездят, значит сдают. Потом, наверное, вся эта техника продается на рынке Нейлон Пиацца в Нови Саде. Наверное, они ее ремонтируют, может, как есть, продают. Это уже не знаю. Шел и увидел вот такое красивое здание. Это здание городского суда города Сомбор. И бывшая как резиденция, дом семьи Кронич. Ну, здание, конечно, впечатляет. Но то, что оно в запущенном состоянии, это очень плохо. Такой балкончик прикольный. Смотрите, какие там расписные все стены. Сейчас на ту сторону перейду и сниму с той стороны. Отсюда, конечно, не особо-то что-то видно, деревья мешают. Но дворец такой впечатляет размерами своими. Надеюсь, восстановят его. Здание суда и в таком здании. Что-то тут не так. Вышел уже почти в центр. Старинная улочка. Тоже, видите, уже деревья. Ребят, напишите в комментариях, город действительно зеленый, потому что вы увидели, ну, то, что я поснимал. Как впечатление о городе? Напоминает, может, у вас ассоциации какие-то есть с другими городами, где вы были. Может, живете в аналогичном городе. Расскажите, напишите, будет интересно. Деревьев нет, а птички поют. Соловей прям заливается. Я так понимаю, что я выхожу к фонтану на центральную площадь. По крайней мере, должен выйти сюда. Вот раньше кто-то жил в таких домах. Шикарных. Наверное, как обычно, первые этажи были под магазины, а на втором этаже семья жила. Такие доходные дома. Слышу прям как шум такой городской. Люди там кушают, разговаривают, общаются. Как гул. И он все нарастает, нарастает. Друзья, всем спасибо за просмотр. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.